Всем привет, друзья! Вы на канале Вкусно ТВ, меня зовут Евгения, и сейчас мы будем готовить невероятно простой, практичный, супер вкусный, достаточно быстрый и, в принципе, из таких ингредиентов, которые у вас точно найдутся в холодильнике, завтрак. Невероятно вкусный турецкий завтрак от моей турецкой подружки, которая делится с радостью вот этими потрясающими рецептами. Поэтому, ребят, если вам интересно узнать, как же приготовить это, поехали, посмотрите. Вот. Обожаю свою подружку. У нее мама повар, и она реально делится вот этими классными рецептами. Я хожу к ним домой в гости периодически, и я пробую и все время спрашиваю, записываю. И вот сейчас для вас это все буду готовить. Поэтому, ребятушки, кстати, да, если вам интересна эта тема по поводу простых таких практичных завтраков, то, пожалуйста, пишите внизу, снимай больше, и я буду обязательно снимать. Ну ладно, приступим, будем готовить. Итак, что нам понадобится? Сразу выбиваем сюда 2 яйца. Дальше выливаем 1 стакан молока. Берем венчик и все это хорошенько размешиваем. Буквально до той степени, когда яйцо разойдется в молоке. Одну десертную ложку добавляем соли. Вот такая десертная ложка, обычная. 1 чайную ложку, вот такую чайную турецкую ложечку, добавляем пул-бибер. Но у меня нету сейчас пул-бибер, я добавляю обычный красный перец. Пул-бибер — это острый перец, который, вот знаете, такими маленькими кусочками. То есть он не в пыль перемолот, а именно такими кусочками. Так, это все хорошенько сейчас тоже размешиваем. Следующее. У меня сухой укроп. Но нам нужно будет где-то 6-7 таких вот половинок, не половинок, а вообще веточек петрушки. Но я добавляю укроп, потому что, девочки, дождь на улице просто неимоверный. И мне не хочется идти сейчас в бахче, то есть в наш сад. У нас петрушка растет, но реально я понимаю, что я туда не дойду сейчас. Поэтому я заменила это укропом сушеным, который был дома. Вы же можете петрушкой. 6-7 веточек петрушки будет достаточно. Все размешали. И сейчас следующее, что у нас идет, это 3,5 стакана муки. Весь граммаж, сколько чего, я обязательно напишу под видео внизу, поэтому все можете посмотреть. Так. И также сейчас же засыпаем разрыхлитель, пакетик, это 10 грамм разрыхлителя. И все перемешиваем. Берем лопатку или как вам удобно, все перемешиваем. Конечно же, цвет получится не такой. Если вы будете брать именно острый красный перец, который не порошок перемолот, то цвет будет другой. Цвет будет обычного теста, просто такие красненькие вкрапленьки будут. Мой же такой, поэтому так. Сейчас я буду руками. Руки чистые, перчатки не одеваю, готовлю для своей семьи, поэтому не обращайте внимания на это. Сейчас хорошенько все перемешаем.
Если тесто очень сильно липнет к рукам, можно чуть-чуть руки смазать растительным маслом, чтобы тесто отставало. Выкладываем на поверхность. Припылили немножко мукой. Так, и сейчас нам в это тесто нужно вмешать, девочки, внимание, 50 грамм обычного сливочного сыра и 50 грамм белого мягкого сыра. Сейчас будем заниматься вмешиванием. Вот так. То есть тесто должно быть такое полностью с сыром. Поверьте, это невероятно вкусно. Это просто изумительно вкусно. Так. Это можно делать еще когда ваше тесто, например, в миске, да, то есть когда вы только-только смешиваете все ингредиенты. Но мне рассказали так. Я просто думала, что может быть сразу лучше смешать, когда замешиваете само тесто. В общем, сделала так, как посоветовала турецкая хозяйка, но можно будет изменить. Если неудобно будет вмешивать этот сыр, то в принципе вполне возможно, что его нужно, точнее удобнее будет его вмешивать в тесто вместе со всей мукой, то есть когда просто замешиваем тесто. Ну, в общем, посмотрим, что сейчас получится. Итак, вот что-то такое у нас получилось. Такой сырно-укропный комочек. У вас же он получится сырно-петрушечный, если добавите петрушку. Так, сейчас еще раз посыплю чуть-чуть мукой. В общем, нам это тесто сейчас нужно разделить на две половинки. И дальше интересно. Итак, приблизительно где-то это будет вот так. Хорошо. И с каждой половинки делаем такой колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Так, этот отложим в сторонку. Сейчас берем вот эту лепешку и приблизительно вот так с помощью рук растягиваем. Лучше все-таки, да, еще немножко муки, потому что или мукой, или маслом можете смазать поверхность, чтобы не липло. Может, даже маслом лучше. И сейчас это все растягиваем, делаем такой аккуратный шарик, точнее кружок, лепешечку. Может, так удобнее будет. Липнет немного, но не хочу я муку добавлять, чтобы оно не было жестким. Подождите, ребят, попробую я смазать немножко маслом.
Так, сейчас руки чуть-чуть, самую капельку вот так вот смазала маслом и попробую растянуть эту лепешку. Да, вот так лучше, да. Видите, сразу тесто перестало липнуть. К рукам и муки как бы добавлять не надо, потому что это чревато. Так, в общем, если у меня что-то не получается, у вас получится обязательно. Так, и сейчас что мы делаем сейчас? Разрезаем нашу лепешку так сразу по центру. Так, дальше идем накрест, тоже посерединке стараемся. И можно еще вот так. Раз, два и здесь. Можно это сделать ножом. Нож немножко смажьте маслом. И вот так. Вот то, что у нас получилось. Теперь берем сковородку того же диаметра, ну, по крайней мере, не меньше. Наливаем туда масло где-то на пальчик, вот такой на мизинчик, и нагреваем. Включаем. Наливаем растительное масло. И все-таки, девочки, хочу сделать работу над ошибками, то есть когда мы замешиваем тесто, например, добавляем, сразу выбиваем яйцо, потом же сразу же в это яйцо засыпаем сыр. Сыр, вот это все, что мы на терку натерли, в яйцо, потом молоко и потом уже все остальные ингредиенты. Так будет лучше, потому что когда именно в тесто добавляем сыр, немножко неудобно размешивать, поэтому сделайте таким образом. Так, нагреваем сейчас масло. И, конечно же, толщину непосредственно вот этой лепешки вы тоже можете сами как бы смотреть. То есть можно сделать потолще, можно сделать потоньше. Ну, в общем, посмотрите, попробуйте. Здесь как раз две лепешки, и можно поэкспериментировать. Одну сделать потоньше, а вторую сделать потолще. Так что посмотрите, как вам больше нравится. То есть есть выбор, варианты. Ждем, пока нагреется масло. Так, масло нагрелось. И вот так руками просто берем и выкладываем тесто. Точно так же, как в принципе оно было раскатано и как оно лежало. Вот так. Аккуратно, будьте осторожными, потому что горячее масло. Так, первый у меня такой тонко раскатанный. Я думаю, что лучше, наверное, все-таки сделать их потолще. Ну, посмотрим. Так. Опс. Делаю это пальцами. Но лучше так не рисковать. И последний кусочек. Раз. Все. Делаем достаточно такой большой огонь, чтобы оно было золотистого цвета.
Смотрите, как они уже поднялись, стали такие пышные, если вам видно. Можно потихонечку взять, например, возьму ножик и буду смотреть, как они с той стороны. Нет, еще чуть-чуть. Они должны быть такие, знаете, румяные, зажаристые со всех сторон. Сразу с одной стороны, потом перевернем на другую сторонку. Поэтому периодически смотрим, когда они уже начинают подниматься, эти кусочки, смотрим с той стороны, насколько они красивого цвета. Если достаточно, то можно переворачивать. Еще будем ждать. Невероятно вкусно пахнет уже. Обожаю турецкую кухню. И обожаю турецких женщин, которые умеют так классно, вкусно и просто готовить. И спасибо им огромное за то, что они делятся. Спасибо моей свекрови любимой, моей маме турецкой. Спасибо всем, кто реально делится со мной вот этими рецептами. И у меня есть такая возможность показывать эти рецепты вам. Я думаю, что вам тоже это полезно и интересно. Даже если вы не живете в Турции, это очень клево дома приготовить что-то наподобие. Ну вот смотрите, какого цвета приблизительно должно получиться. Оно уже такой даже корочкой покрылось. Сейчас буду пробовать переворачивать все. Будьте осторожны, потому что это масло. Оно может, если большой огонь, может стрелять, поэтому можно немножко пока уменьшить. Красота. Мне нравится. Вкусно очень. Я пробовала. Сейчас готовлю с вами это первый раз, но получилось, по крайней мере, мне нравится результат. Конечно же, если у вас один только вид сыра, можно добавить 100 грамм только одного сыра. То есть, так, я закрываю камеру рукой, извините. Ой, неудобно мне немножко переворачивать здесь. Ладно. Нет, вы знаете, толще раскатывать не надо, потому что они, видите, как поднимаются, они прям как пончики стали. Потрясающе выглядят. Как вкусно пахнет. И там сыр. Представляете, когда горячий, он так будет, наверное, тянуться. Посмотрим. Та-дам! По-моему, очень классно. Выглядит фантастически. Еще украсить зеленью, например, сверху, и будет просто вау. Если это на завтрак, можно тут же положить, знаете, помидорчик, огурчик. Вау, 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 вау. Мне очень нравится. И, кстати, это не жирное. То есть может показаться, что если жарите в таком количестве масла, то оно будет жирное. Нет. Та-дам! Великолепно! И точно так же делаем со второй лепешечкой. Хочу вам показать еще. Так, немножко остынет и покажу, как оно внутри. Вау, горячо! Видите, можно зажарить больше, меньше, то есть вот оно. Смотрите, какие они пышные. Так, камера, фокус. Смотрите, какие они вот реально как пончики. Вау, я довольна, очень довольна. Немножко попозже посмотрим, как они выглядят внутри.
А пока сделаю то же самое со второй лепешечкой. Так, берем следующую лепешечку, руки смазали маслом и берем точно так же эту лепешку, растягиваем, стараемся делать по диаметру нашей с вами сковородки. Можно сделать не 2 лепешки, можно сделать, если у вас сковородка поменьше, можно сделать, например, 3 лепешки. То есть поделить тесто на 3 части. Вот что получается. И разрезаем точно так же, как это делала сразу. Так, можно это делать ножом. Можно даже вот, например, оставить вот на 4 части. То есть абсолютно здесь решайте сами. Просто они потом вырастут и будут такие большие. Я думаю, что вот так вот делить оптимальный вариант. Они действительно вырастают. И сейчас все это отправляем на сковородку и точно так же зажариваем с 2 сторон. Итак, сейчас я подумала, я попробовала один потрясающий, очень вкусно. И на самом деле я еще подумала о том, что можно играть со вкусом. То есть можно добавлять любые специи, которые вам нравятся. Сделать это поострее, более таким, не знаю, ну в общем, выглядит это потрясающе на самом деле. Смотрите, сыр, да, он такими тоненькими рвется. Такой ноздрявенький, класс. Если у вас будет больше, например, вот будет именно пулбибер и майданос, то есть петрушка, будет внутри выглядеть немножко иначе, чем сейчас. Но тем не менее, мне нравится вкус, очень вкусно, очень вкусно. Прям вот беру и ем. К завтраку прям то, что нужно. Даже к чаю такое вот несладкое, потрясающе. Ребятушки, готовьте. Я уверена, вам понравится. Жду от вас ваших комментариев, вопросов и также пожеланий. И обязательно ваших отзывов. Кто приготовил, обязательно напишите, как вам понравилось или нет. И на этом я заканчиваю. Буду жарить вторую порцию. Мне нужно сходить к соседке отнести и обязательно мамочке своей. Все, на этом целую вас. Всего хорошего, приятного аппетита и будьте счастливы. Пока-пока.